Всем привет, я Дарья Спейс, и сегодня я наконец-таки записываю новый обзор скетчбука. Я решила воспользоваться погодой и снимаю на балконе, так что, возможно, будут слышны машины, сигнализации и прочее, но зато с освещением не должно быть никаких проблем, так что хоть что-то. Для начала, по традиции, я расскажу немного о самом скетчбуке, а потом перейдем к содержанию. Этот скетчбук, как и многие другие, самодельный. Здесь 40 страниц, только в этот раз я использовала бумагу из этой склейки от Canson. Она, в принципе, неплохая, ничем не уступает госзнаку, но и ничем не отличается особо. И я не скрепляла страницы скобами, а сшила вручную ниткой, так что в этот раз у меня ничего не выпадало, и слава богу. Теперь буду делать только так. Из наклеек мои здесь только птичка, модная дамочка и Стив с Баки. Остальные, вот эти вот все я покупала когда-то на эти. Когда у меня были деньги, я могла что-то заказывать. А вот эти две, по-моему, просто картинки с интернета. Приступим. Так, как видно, начала я его аж в конце февраля. И на самом деле у этого скетчбука были все шансы закончиться где-то за месяц-полтора, если бы не конвенция. По сути, половину я изрисовала где-то за 2-3 недели и забила на него на март-апрель, половину мая, наверное. Опять же, из-за конвенции. Возможно, когда-нибудь я смогу закончить скетчбук за месяц, но не сегодня. Здесь, как в прошлый раз, я написала всякие штуки, которые можно нарисовать, если у меня нет идей, но очень мало из этого реально рисовала здесь. Зато здесь есть педики. Да, спасибо. Вот это, наверное, будет случаться очень часто. Итак, этот парниша был на трейд. Здесь, кстати, я решила почаще использовать свои линдеры, и вышло очень даже неплохо. Да, это на трейд. Этого парнишу я рисовала с рефов с Пинтереста. Опять-таки, буду очень часто упоминать Pinterest, потому что это офигительная штука. Офигительный источник вдохновения и всяких картинок, рефов, поз, модных одежек и прочего. Так что заходите туда почаще, вдохновляйтесь. Немного овощей просто по фану и наклейка с маленькой историей. По идее, она должна была входить в мой пак со Стивом и Баки для людей, которые сидели на стримах и видели, собственно, как я их рисовала. Но в итоге никто, похоже, не захотел заказывать, и все они остались у меня, и я решила наклеить хотя бы одну. Почему нет? Дальше. Здесь я пыталась даже использовать темперу, и она вроде неплохо ложится здесь. Даже волной не идет, что довольно забавно. Возможно, в следующих скетчбуках тоже буду использовать. И модные дамочки, в общем, и унитаз, почему нет. В один прекрасный день я села, открыла свой скетчбук и поняла, что ни разу в жизни не рисовала унитазы. Так что, вот. Здесь, кстати, я пыталась придумывать сама одежку, и на этой странице вышло очень даже неплохо. Особенно вот эти вот ремни, и юбка мне нравится, и ботинки, в принципе, обычные, но прикольные, не знаю. И здесь вот эта повязка тоже классная. А здесь мне нравится унитаз. Тут, кстати, я пыталась немножко попользоваться пером и тушью, но почему-то мне это не очень понравилось, и дальше я таким не занималась. Довольно забавный разворот. И да, у меня местами будут очень большие проблемы с композицией, то есть у меня всегда люди либо сверху, либо снизу, посередине не дано такого. Я не знаю, что такое ваше посередине. Поэтому просто не обращайте внимания. А здесь я вспомнила, что когда-то хотела попробовать порисовать девчонок из роллер-дерби. Вообще очень классный вид спорта. И кто не смотрел фильм «Катись», очень рекомендую. Он как раз об этом всем. Я люблю Эллен Пейдж. И она классная, и фильм классный, и девчули на роликах просто супер крутые. Жалко, что у нас подобного нет. Даже в Казани вроде роллердрома нормального нет. Так что я просто сижу в уголке и грущу немного. Это все рисовалось с рефов. Неудивительно. И вышло довольно неплохо, на самом деле.
Мне нравится этот разворот. Здесь я пыталась рисовать какие-то действия повседневные. Я просила ребят на моем паблике просто написать, чем может заниматься человек. На тот случай, если мне снова будет нечего рисовать, я могу глянуть список и нарисовать что-то оттуда. Но в итоге все это дело вылилось в мой зин, где я нарисовала где-то, не помню, 12 или 15 иллюстраций, где люди чем-то занимаются. Так что, в принципе, из этого списка конкретно в скетчбуке я рисовала очень мало. Идем дальше. Здесь я снова пыталась в моду. Эта дама неплохая, в принципе, вот эти платья довольно забавные. Я не знаю чем, но мне очень нравится эта парочка. Я рисовала с головы, и здесь вроде как есть какая-то история даже, я не знаю. Просто нравится очень. Очень нравится этот скетч. Снова дамочка на роликах. Тут тоже довольно забавная история, и она показывает все чудеса этой бумаги. Потому что сначала эта дамочка была, как и все другие, в цветном карандаше. Мне не понравилось ее лицо. Я замазала его то ли акрилом, то ли гуашью, то ли фиг знает чем. Попробовала нарисовать новое сверху. Оно мне тоже не понравилось. Я замазала его темперой. Потом все стало выглядеть очень плохо. Я решила покрасить ее полностью. И в итоге вышло вот это. И, в принципе, это выглядит довольно клево. И да, я люблю фигурное катание и рисовать фигуристок вообще. Сплошное удовольствие. Эту страницу я даже выкладывала в Инстаграм. Здесь я снова пыталась в моду. Не знаю, зачем покрасила все вот это вот зеленой темперой. Видимо, решила добавить цвета, но это не особо помогло. На самом деле, мне кажется, здесь надо было рисовать либо карандашом, либо делать только контур линером, а все вместе выглядит довольно странно. Но, с другой стороны, это скетчбук, здесь можно делать что угодно, так что кого волнует вообще. Здесь я рисовала с рефов в Пинтересте в том же самом. Вышло довольно забавно. Некоторые вещи здесь я рисую просто, чтобы как-то заполнить страницы без какой-либо причины. Это был трейд. Тоже небольшая история. По идее, мы договаривались на скетче. Я рисовала кого-то вот из этих ребят. Это на самом деле одни и те же ребята, просто какую-то из них я нарисовала сначала как собственную часть. А потом мне, значит, выдают шикарный арт просто с Данте и Вергилием. У меня падает челюсть, и мне становится дико стыдно. Я решила нарисовать целый разворот для этой девочки. Так что... Целый разворот. Здесь я вроде тоже пыталась и тушью, и линерами, и карандашами, чего здесь только нет. И особенно здесь. Тут вообще прямо месиво. Ну, не знаю, мне вроде не нравится, вроде не очень, вроде сойдет, не знаю. И местами я просто вклеивала наклейки, потому что оставалось место, где я просто не знала, что можно нарисовать, чтобы запомнить его. Поэтому я клеила наклейки. Здесь я вспомнила про пидоров на обложке и решила нарисовать немножко пидоров. И вообще там еще будет немножко, так что no homo и забейте просто. С этим скетчем я сидела очень долго. На удивление, буквально за минуту нарисовала Лукаса, а потом минут 20 парилась с Филиппом, потому что мне не нравилось его лицо вообще категорически. Я не хотела заклеивать этот скетч. Хотела добить просто, чтобы был сделан и готов. И в итоге мне все равно не очень нравится лицо Филиппа, но что есть, то есть. Зато вот эти два скетча очень классные. Вообще, это очень горячие ребята, и мне очень грустно, что весь сезон не был как первая серия. Да. Здесь я решила немножко порисовать анатомию, и на самом деле я не думаю, что конкретно от этой страницы мне стало лучше. Я что-то стала понимать лучше или что-то в этом роде. Потому что с анатомией дело такое, естественно, ты не можешь ничего выучить прямо на зубок и рисовать с головы сразу в любых ракурсах, но чтобы примерно хотя бы запомнить формы, одной страницы недостаточно, мне кажется, нужно заводить
целую стопку скетчбуков и рисовать в них только такие анатомические штуки. И тогда, возможно, у тебя получится что-то с головы рисовать сразу более-менее правильно. Возможно, когда-нибудь я этим займусь, но опять же не сегодня. А педики, да, Данте, Вергилий. Я снова вспомнила, что очень редко рисую Вергилии, поэтому вот. Горячие близнецы. Примите заказ, я не знаю. Там, да, очень классно, мне нравится. А здесь это вроде не был трейд, это скорее подарок, по-моему. Я просто наткнулась на одну деваху, и у нее были очень классные персонажи. Я решила нарисовать их и отправила ей, и вроде ей понравилось. Это... Я местами даже уже стала подписывать, когда я снова открыла этот скетчбук. И вы не думайте, что с 21 марта я рисовала прям каждый день. Нет, это буквально вот эта вот страница, наверное, и была нарисована. А здесь я пыталась, опять же, рисовать с рефов. Неплохая страница. Это тоже девочка, у которой, возможно, болит живот. А это был заказ. В свое время мне были очень нужны деньги на печать. И я открыла заказы на скетчи. И вообще, по идее, заказы у меня всегда открыты. Вы можете получить рисунки когда угодно. Но тогда мне особо прижало, поэтому я напоминала людям чуть ли не каждую неделю, что я могу что-то рисовать на заказ. И в итоге у меня взяли сколько? 4 по поясу таких скетчей. Так что спасибо вам, ребята. Это тоже было с Пинтереста нарисовано. Это с головы. Довольно странный мальчик. Тот же Pinterest, я не знаю, что такое посередине. Один из заказов. Тоже заказы, вот это вот троица. Из всех мне, наверное, вот этот парниша нравится больше всего. Хоть он и был нарисован с рефа, вот эта дамочка была нарисована с головы, и она мне тоже, в принципе, нравится. А здесь, опять же, слишком много всего происходит, и линеры, и карандаши, еще и 2 цвета, не знаю. Иногда, мне кажется, я немножко перебарщиваю. Здесь забавные азиатские ребята, которым мне очень нравится, особенно поза у этого парниши. Вообще он такой, типа, прекратить. Забавная страница. Это, опять же, уже, наверное, где-то через недели 2-3 после предыдущих страниц. Это у меня был трейд с Бенкой, и на этот скетч у меня ушел целый фильм. То ли я слишком часто отвлекалась, то ли что. Обычно я рисую куда быстрее, но, по-моему, за целый фильм я нарисовала только этот скетч. Потом я нарисовала для него же эту же дамочку на день рождения. Вышло даже очень даже неплохо, и ему даже понравилось. Да. Здесь я опять-таки использовала Pinterest из-за того, что она сильно уехала вниз, хотя здесь, похоже, я даже не старалась уместить в полный рост. Пришлось обрезать ей ноги, поэтому она немножко инвалид. А этих дам я рисовала, когда уже приехала в Москву. Я не знаю, наверное, я просто сильно стрессовала, мне надо было хоть как-то успокоиться, поэтому я решила поскетчить чуток. И тут, кстати, использовала акварель. И оказывается, она очень даже неплохо ложится здесь, но не знаю. Не акварельная бумага, конечно, но временами использовать можно. Тут я решила, почему не нарисовать Алису. Опять же, разница 27 апреля. Неделя, по сути, почти неделя с конвенции, пока я вернулась домой. Тут еще, наверное, неделя прошла, и я сидела с... Я не знаю, можно назвать подругами? Наверное, да. Господи, я так рада, что хотя бы в Казани у меня есть хоть кто-то, с кем я могу встретиться и даже порисовать. Не то, что в кино сходить, а даже порисовать. Так что спасибо тебе за то, что ты существуешь и соглашаешься со мной тусоваться. Да, спасибо. И, в общем, мы сидели в торговом центре после того, как я 3-й раз посмотрела «Чужого». Да. И я решила, почему бы не нарисовать Алису и ее коня. А это, собственно, подарок я попросила нарисовать русалку в доспехах.
А это стикер от доброй девочки, которая отправила мне кучу ништяков просто так. Спасибо тебе большое. Наклейки очень классные. Опять же, большая разница в неделю-две, наверное, или около того. Тут я уже смотрела второй сезон «Версаля». Вообще очень классный сериал, если кому-то интересна Франция и история в целом, посмотрите. А еще там есть педики, но я смотрела не из-за этого. Мне нравится Франция, эта эпоха, поэтому я и смотрела этот сериал. Но тот факт, что там есть педики, меня очень обрадовал. Вот так. Так что да, рисовала, пока смотрела сериал. Здесь, опять же, акварель. Она не очень неровно ложится, но как цвет в целом сойдет. Как бы у меня нет маркеров, и я не могу добавить цвет иначе. И да, кто-то смотрел «Чужого» и очень цаковал с того, что сомневался в том... Короче, я очень сакую и до сих пор очень-очень сакую рисовать Фассбендера и вообще пейринг Лонгтера Дэвид, потому что, блин, Фассбендер и мои вот эти загоны по поводу персонажей, что если у них нет каких-то отличительных знаков, мне нужно нарисовать так, чтобы было похоже на актера. То же самое было с «Бесстыжими», там, со «Сверхъестественным». Что еще? Вот, «Свидетели» то же самое. У меня всегда одни и те же загоны, и из-за этого сейчас я боюсь рисовать Фассбендера. Хотя при этом вроде как выходит неплохо. Так что не знаю, чего я сакую. Это у меня получилось нарисовать со второго раза, потому что первый я не особо-то пыталась. Зато вот теперь посмотрите, какой он классненький. Я даже им на стриме хвасталась мою пиксельную веб-камеру, где никто ничего не увидел, но я все равно порадовалась, что показала. И даже маме подошла, показала, потому что первый раз мы смотрели «Чужого» на ее день рождения, она, в принципе, была в курсе, что за персонаж вообще, что происходит. Так что я подошла и показала ей, как маленькое дитё. Я очень гордилась летающей головой. Здесь я решила, что рисовать танцующих людей очень весело. И это на самом деле очень весело. Эту парочку я рисовала, пока смотрела видос о том, почему Стивен Юниверс классный мультик. Но я до сих пор не могу посмотреть его от начала до конца. А здесь была не настолько веселая тема. Я смотрела всякие видосы про болезни легких. И все равно рисовала улыбающихся танцующих людей. Логика просто зашкаливает. Здесь уже трейды. Тут меня попросили нарисовать только Нейтана, но я слишком люблю Инвизи, и поэтому пихаю его прямо всюду, куда только можно. А для тех, кто не знает, это персонажи из «Школы монстров», куклы и все такое. Вообще, на самом деле, очень детская штука, но мне почему-то нравится рисовать. Да. Это были трейды. Опять же, я не знала, что можно нарисовать в углу, и вклеила свою старую наклейку. В принципе, ничего особенного. Снова танцующие люди, потому что это весело. Снова старые наклейки. В принципе, особо нечего сказать. Танцующие люди, рандомные старые наклейки с Etsy. Вообще, по-моему, котиков мне отправили в подарок. Я не люблю котов, я не люблю всякие сток-фото с котами, но халява есть халява, поэтому надо пользоваться. Так что решила просто занять место и заклеить все. Это лагуна и попытка спектра, правда, не очень понятно, разве что по ногам и рукам, что они вроде как почти прозрачные, но просто потемнее, чем плечи. Да. И последний разворот здесь, тут снова трейды. Эту страницу я рисовала, пока смотрела обзоры, где опускают трансформеров, и, в принципе, я была полностью согласна, но почему-то все равно смотрела. И эту страницу я заполняла, пока смотрела буквально вчера, кстати, фильм «Ро». Французский фильм, который вышел, по-моему, даже в 2016-м, скорее всего, в конце. Его показывали на всяких фестивалях, и я смотрела трейлеры, и мне было дико интересно.
И в итоге не скажу, что он разочаровал как-то. В принципе, примерно чего-то такого я и ожидала, так что в любом случае была рада, что наконец-то вышел, и я смогла посмотреть и узнать, что там такое творится. Киса, которая даже не выглядит упорото. Надо похлопать. Господи, не упоротые коты. В принципе, все на этом. Здесь я устраивала сходку в Питере перед конвенцией и дала одной девочке нарисовать что-то у себя в скетчбуке. Она нарисовала меня. Она нарисовала меня, да. В принципе, все. Как и всегда, я все это буду сканировать и выкладывать на Gumroad, так что, если кому-то интересно, ссылка будет где-то внизу в описании. И если в целом сказать, я очень довольна этим скетчбуком. Грустно, правда, вышло, что все так затянулось. Но я горжусь, на самом деле. Потому что здесь было дофига людей в полный рост. Кого-то я даже рисовала с головы, как вот этих, например, дамочек. И, в общем, я довольна. Ай. Ну, я не знаю, почему мне так нравятся эти ребята. Они просто классные. И да, на этом все. Напишите, какой разворот вам понравился больше всего. Понравился ли вам обзор в целом, скетчбук и все такое. Надеюсь, вам все-таки понравилось. Я постараюсь следующий обзор выложить хотя бы в июле. В принципе, сейчас у меня особо никаких дел нет, так что можно спокойно сидеть и рисовать. И да, про Gumroad сказала. В принципе, все. До следующего обзора. Всем пока.